Всем привет, с вами Колян, и вас приветствую на своем канале Колян Лакс. И, ребят, я немного приболел, но это мне не помешало сделать для вас, отмонтировать для вас видосик про сталк, который я обещал выложить через 2-3 дня после выхода видоса 2 года канала. У меня не получилось тогда отмонтировать, сейчас я его отмонтировал. В общем, приятного просмотра. Сейчас, короче, мы идем в заброшку. Хотим исследовать одну заброшку, бункер, короче. Там это вроде как бункер, и там много медикаментов, но они, короче, их там нет. Там осталось только от медикаментов, всякие там, типа капсул каких-то, что-то там. Короче, было довольно-таки... Посмотрим, как будет. И мы там один раз были, но мы не полностью все полностью не обследовали. И сейчас мы идем обследовать, так как сегодня 2 года каналу, я думаю, хоть что-то надо заснять. И поэтому заснимем, как мы будем лазить по бункеру. В общем, ребят, вот где-то там, вот в той стороне, короче, там вход в бункер. Мы сейчас будем обходить через лес, так как вон там сидит охрана, как военная, короче. И вон туда, куда мы идем, есть вариант. Что она заметила? Есть вариант, что она может, да, нас заметить. То есть, ну посмотрим. Но я хочу туда залезть. Вроде как сама территория там тоже охраняется. Да, вроде как туда, куда мы идем, там тоже и территория охраняется, но это не 100%. Даже если она охраняется, то там всего один человек. Поэтому это хрень. Вот так вот, короче. Будем пробовать. Сейчас попробуем затащить. Так что если от кого-то бежать придется, то камеру в зубы и побежали. Давай, сейчас быстро. Давай. В общем, ребят, короче, мы уже у входа. Давай, быстрее. Быстрее. Да. По этой. Давай быстрее. Че, жестко? Тут же дырки. Так, ребят, тут дырки есть. Давай. Не, куда? Вот сюда. В эту дырку. Какой дырки? Где? Сбоку. Нахуй. Мы там заходили. Нафиг их. Тут пройдем? Да. Думаешь, пролезем? Я пролазил. Значит, пролезем. Здесь дырка, аккуратненько. Я снизу пролазил. Я не знаю, давай через бок прототай. Ай-яй. Аккуратней. Тихо. Что там жестко прям видно этот дом? А? Ага. Проходи. Аккуратней. Где? Там не дырка. Я тебя отвечаю. Солницы. Давай. Аккуратненько, потихонечку. Вот здесь спускаемся. Давай. Прав. Аккуратней. Полдела сделано, ребят. Полдела сделано, ребят. Сейчас я теперь будем внутрь.
нас уже недавно проходили. Вот такие медикаменты. Вот это. Тихо. Их здесь очень много. Смотрите. Их здесь очень много. Смотри, как много. Ой, еще какая-то хрень. Панталин. Тут, короче, много всего. Блин, плохо слышно. Это пантацит. Пантацит какой-то, я не знаю, что это такое. Ну, трогать мы руками не будем, естественно. Нафиг. Перчатки только у меня, и то без пальцев. Вот, смотрите, вот здесь еще медикаменты. То есть, понимаете, это реально был бункер. Тут их очень много. Я, короче, увеличил звук на максимум. Просто нет слов, пацаны. Ребят, просто есть вариант, что здесь же, возможно, есть какие-то вещества химические, которые могут просто вас вырубить. Да, навредить вашему здоровью, то есть нашему. Это шприц. Нет, шприцы, да. Посвети прям точно. Это какие-то специальные шприцы. Тут проходит. Канистра. Задержи дыхание. Ребят, мы пришли к выходу, где может к нам зайти охранник. Тихо. Здесь к нам может зайти охранник в любой момент. В любой момент. Вот оттуда вот к нам он может прийти. Поэтому валим отсюда. Столы. Да, здесь много стульев, столы. Пошли в этот. Нет, тут конечно. Пойдем здесь. Ну здесь ничего, здесь в принципе плитка. Ванная, да, наверное. Толчок или ванная была. Здесь уже более лучше видно хоть что-то. На камере плохо это все видно, у меня камера не очень хорошая. Но, ребят, простите, конечно, но скоро я себе куплю новую камеру, поэтому я извиняюсь пока что за эту камеру. Иди. Справа, да. Да. Мы пришли вон оттуда, вот оттуда мы пришли. В общем, ребят, здесь очень холодно. И я очень боюсь, что нас сейчас спалят. Потому что просто есть... Я сейчас... Либо мне послышалось, либо реально открывала дверь. Мне, скорее всего, послышалось, потому что шагов там не было. Так как... Ну, не было шагов, короче. Ладно, пойдемте еще проверим что-нибудь. Да, здесь огромный. Давай, зайдем. Здесь еще нет. Вот здесь какая-то вольера. Здесь высокое помещение. И здесь огромное эхо. Можно не забрал. Это наш первый провод. Да, вот это мы видели. Уже. Это меры предохранения. Мы сейчас меры предохранения. Короче, прочитайте, ребят, сами. Стой. Чего-то. Я не беру. От поражения. Гамма-излучение. Что за неактивно? Зараженный Соник. Короче, ребят, здесь это... И тут мы услышали какой-то странный звук.
ребят, не обессудьте, просто услышали реально какой-то звук, и там, где я рядом стоял, рядом с каким-то непонятным этим, как его, как сказать, плакат, что ли, какой-то, он, короче, начал хрустеть. Я пересрал. Он реально начал хрустеть. Я попробую прибавить звука и, возможно, даже приближу. Но нужно сваливать. Аккуратнее, Димон. В общем, вот. Ой, надо сваливать отсюда. Кому понравилось, просто, ребят, ставьте лайки. Но на этом, наверное, видосик еще не кончился, поэтому поехали. Да, день рождения канала, кстати. В общем, мы полезли, короче, уже оттуда, но вы сейчас это все увидите. Просто камеру в рот надо. Чтоб вы понимали, дом охранника вон там, вон он. Там. Вон там сзади нас дом охранника. Это чтоб вы понимали, о чем речь. То есть мы прям, можно сказать, мы лазим у него перед носом. Вот, поэтому мы сейчас будем обходить прям по жесткому, чтобы на всякий случай. Вдруг нас там кто-нибудь увидел или еще что-то. Чтоб нас не узнали и не спалили. Потому что в этом городке меня все знают. Вот. Я знаю, что этот ролик сейчас смотрит моя мама, поэтому, мамуль, привет, день рождения канала. Вот. Как-то так, ребят, в общем, нужно валить. И это факт. Ну, в принципе, в этом бункере такого особого ничего интересного не было, например, как во многих, например, как во многих сталках, типа призраки и все такое. Ну, в этих там призраков никаких нет, естественно. Вот. Страшно там не было, просто говорили потише, чтобы не спалиться охраннику. Потому что охранник тут реально есть, ребят, это я вам гарантирую, потому что первый раз, когда мы лазили, мы его видели. Да. Вот. И дверь была открыта. Да, когда мы залазили, дверь была закрыта, а когда мы уже вылезли, посмотрели, дверь стала открытой. Поэтому... Но это было в прошлый раз, в этот раз так не было. Но там была приоткрыта дверь. То есть в любой момент мог зайти охранник. Еще мы услышали звуки, и поэтому решили свалить, потому что эти звуки нам вообще ни к чему. Если бы охранник бы зашел, конечно, нам в принципе ничего бы не было такого прям сверх, но, знаете, проблем нам тоже особо не надо. Вот, поэтому не обессудьте. Вот. Но там были медикаменты. Надеюсь, было все заснято, все было видно. Было очень много. Да, их было очень много, чересчур. Но это бункер медицинский, я понимаю. Типа от заражения. От заражений, да. Мы там табличку уже читали. Возле этой таблички как раз таки и произошел весь этот жесть вся эта. Ну, слышим шум какой-то, похоже, открывание двери. Да, это раз. Во-вторых, я какие-то шаги. Ну, шагов я не слышал. Нет, какие-то стуки слышу. И стуков я не слышу. Ну, что-то да, было такое, но я попробую... Чуть не упал. Я попробую, короче, увеличить звук. Или уже попробовал, точнее. И не знаю, получилось или нет. Вот, но это было довольно-таки интересно на самом деле. Там намного холоднее, чем здесь. Это факт. Вот я сейчас держу рукой камеру. Машина едет. Справа от нас дорога.
В общем, я сейчас держу рукой камеру, мне вообще не холодно. А там у меня вот этот вот палец, он, можно сказать, отмерз. Мне было очень холодно. Вот. Это как я снимал. На снегу. Нет, Как-то так, ребят, в общем. Сейчас, короче, обходим. И не знаю, может быть, еще что-нибудь заснимем. Обещать не буду. В общем, вот. Как-то так. Фух, ну мне понравилось. Хоть хоть что-то я сделал такое, что можно было бы поэкстремалить немножечко. Я давно хотел. Я думал куда-то залезть, но потом подумал то, что нафиг мне это нужно. А если лезть, то куда-нибудь, где реально заброшенное место или... Ну, конечно, на заброшке нет. Такого нехорошо лазить, потому что ты можешь провалиться. Поэтому по заброшкам я лазить точно не буду, вот по крышам именно. Вот, а вот куда-то залезть на какую-то крышу, вот реально, где меня никто не спалит, где меня никто не найдет, типа, это я сделаю. Вот, что там говорил? У нас еще есть одно гарантированное место, что мы его закинем. Ну, потом скажешь. 100% останется. Да здесь тоже есть. Нет, там прям, мы же увидели, как он в туалет выходил. А, Да. не, мне кажется, это капец опасно. Там нас точно запалят. Как полезем туда? В смысле? Не, ну, Ну конечно. мы же не лезем туда бегать от него. Если только в маску какую-нибудь одевать, то запросто. Потому что, я говорю, меня же здесь все знают. Ну, да. Я же Коля. И меня тоже. Меня знает почти весь городок, ребят, чтобы вы понимали, о чем речь. Наш городок не такой уж и большой. То есть здесь можно по одежде вычислить, кто лазил, кто не лазил. Поэтому вот так вот. Если куда-то лезть, где реально вот может спалить охранник, я знал то, что здесь нас малая вероятность, что спалит, потому что охранник какой-то старенький дедушка. Вот. Но Не прям все равно, ударил. ну блин, Но, знаешь, от него убежать проще будет. ну да. Если что. И по одежде вряд ли он запомнит, потому что экстренная ситуация, типа, такого. Ну там, ну если вот в этом... Вдруг подумают, что мы террористы какие-нибудь. Да. И хоп, полиция, все такое. Или просто спросит, где я живу, и все, я скажу. Вот. Мы уже почти выбрались на дорогу. Вот тут уже дорога, да? С сугробом, конечно, жестко топать. Фух, А путь проделал, блядь. не матерись. А путь проделал, фу, я. Да, Диман мне путь проделал, ну вы видели тоже. Просто я не хочу проделать путь. Ну ты сейчас вот ходишь, мне тоже сейчас путь делаю. Рываешь его поглубже. Ну и пошире. Я просто иду, что-то. А ты его шире делаешь. О, вот это там то было место. Опа. Ну мы уже выбрались. Надеюсь, сейчас бежать ни от кого не придется, если сейчас нас вдруг захотят что-нибудь еще сделать, там кружить. Но нас не видели, это факт. Кстати, А. помнишь, мы криминал занимались, как начали дать снежок? В общем, историю расскажу сейчас. Ну, поболтаю немножко, ребят, поболтаю, может. История. Это реально интересно. Смотрите. Как-то гуляли мы по дачам, вот мы сейчас идем вот по дороге, которая ведет к дачам. Вот, и, в общем, как-то ходили мы по дачам, вот, и мой друг кидает снежок. Я тоже потом кидаю снежок в дом, короче. Там дом стоял, я кинул снежок, и после этого снежка просто стало настолько светло, что мы не знали, что делать, как будто, знаете, такое ощущение, как будто какой-то метеорит падает или еще что-то. Да. Стало просто не то, что фонари какие-то включились или еще Там что-то, просто все небо зеленое. а просто, да, все небо было зеленое, короче, и очень-очень-очень светло. В общем, вот мы, короче, начали убегать, а потом один раз так случилось, второй раз так случилось, на третий раз так не случилось, я не успел это, у меня, по-моему, камера даже тогда с собой была, но я не успел включить камеру или еще что-то, вот. Я не знаю, с какой стороны было. Именно, да, я тоже не заметил, с какой Это стороны было. Мы смотрели в одну сторону, добежали, вот в эти две стороны. Вот, так что кто что-то думает по этому поводу, ребят, напишите, да, в комментах что-нибудь по поводу этого, что это могло быть, да. Вот. Ain't even half as big as it finna be. Just see rolling with them rocks on the block, control them, my position at the top of every chart.